Добрый день, друзья! Я сегодня к вам с невероятным рецептом. Это мои самые любимые шоколадные капкейки. Во-первых, они такие ароматные, что сходишь с ума от одного их запаха. Во-вторых, они настолько мягкие и сочные, влажные и рассыпчатые, что забываешь обо всем, когда их пробуешь. А нежная шапочка из сливочного сыра – это настоящее блаженство. Удержаться, чтобы их не попробовать, невозможно, даже если вы на диете. Это точно тот десерт, который способен сделать каждого счастливым. Для приготовления шоколадных капкейков сперва необходимо 6 яиц и 5 столовых ложек сметаны соединить при помощи венчика в однородную массу. Сметану можно брать любой жирностью. Затем в небольшой кастрюле соединяем сахар, какао, соль и соду. Полный список ингредиентов и точное их количество я напишу в конце видео. Ставим кастрюлю на плиту и вливаем 300 мл горячего кофе. Все хорошо перемешиваем при помощи венчика. Ложкой мешать не советую, так как могут остаться неразбитые комочки какао. Со временем смесь начинает пузыриться. Выключаем плиту и переливаем смесь в большую миску или чашу миксера для остывания. Приблизительно через 10 минут, когда смесь немного остыла, начинаем ее взбивать на самой низкой скорости. Также можно остальные ингредиенты просто подмешать вручную при помощи венчика. Сперва добавляем в тесто пакетик ванилина. Далее тонкой струйкой вливаем растительное масло без запаха. 250 мл. Когда масло хорошо соединилось с основной шоколадной массой, добавляем яичную смесь. Хорошо перемешиваем тесто до однородности. В конце всыпаем частями просеянную муку. Все, шоколадное тесто для капкейков готово. По консистенции тесто получается не густое. Для удобства заполнения тестом бумажных формочек я его переливаю в емкость с носиком. Сегодня я использую вот такие бумажные формы, которые приобретала на Озоне. В форму для кексов выкладываем бумажные формочки. Заполняем каждую форму тестом на 2/3. Капкейки выпекаем в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 25-30 минут. А сейчас мой самый любимый момент. Смотрите, какие красивые получаются шапочки. Первая партия капкейков готова. Готовность проверяем зубочисткой. Нам очень важно не передержать капкейки в духовке. Если зубочистка выходит чистой, значит они готовы. Даем капкейкам остыть 5 минут в форме. Затем достаем их из формы, но бумажные формочки не снимаем. Выкладываем капкейки на решетку и даем полностью остыть. А пока приготовим крем, а точнее два варианта крема – шоколадный и ванильный. В чашу миксера кладем 450 грамм сливочного сыра. Я покупаю обычно либо креметты, либо виолетты. Всыпаем 120 грамм сахарной пудры и кладем 100 грамм сливочного масла комнатной температуры. Все хорошо взбиваем до однородной консистенции.
Затем вливаем 100 мл жирных холодных сливок, у меня 33%. И еще раз хорошо взбиваем массу. Это самый простой и вкусный крем, который идеально подходит как для украшения капкейков, так и для выравнивания тортов. Так что берите этот крем себе на заметку. Все, крем наш готов. Он получается очень воздушный, легкий, нежный. Половину крема я откладываю в другую миску, он у нас будет ванильный, с ним мы уже делать ничего не будем. А во вторую часть добавляю 20 грамм какао и хорошо соединяю его со сливочной массой при помощи венчика. Вкусный и очень ароматный шоколадный крем готов. Тем временем капкейки полностью остыли. Из данного количества ингредиентов получается 26 штук. Сегодня капкейки у нас будут с начинкой. Для этого нужно вырезать серединку у каждого кекса. Я это делаю при помощи насадки, которые начиняют трубочки. Остатки бисквита не выбрасывайте. Из него получается очень вкусная картошка к чаю, рецептом которой я скоро с вами поделюсь. Поэтому подписывайтесь на канал с колокольчиком, чтобы не пропускать новые видео. В качестве начинки я буду использовать домашнюю соленую карамель. Ссылку на рецепт карамели я оставлю в описании под видео. Жареный арахис и малиновый конфитюр. И первый капкейк давайте сделаем сникерс. Кладем сначала обжаренный арахис, затем заливаем его полностью соленой карамелью. Вот такая получается заготовочка. С малиновым конфитюром капкейк еще проще. Просто заполняем им пустоту, и кекс с ягодной начинкой готов. Все кексы мы начинили, приступаем к их украшению. Украшать можно шоколадным декором, маршмеллоу, свежими ягодами, фруктами, печеньем, конфетами. Но сперва нужно с помощью рифленой насадки сделать красивые, нежные сливочные шапочки из крема. Крем перекладываем в кондитерский мешок. Продвигаем его вперед к насадке, чтобы не осталось пустот. Скручиваем кондитерский мешок и украшаем капкейк. По поводу малинового конфитюра, он готовится очень легко. Свежая или замороженная ягода смешивается с сахаром, проваривается несколько минут, и начинка для капкейков или открытых пирогов, разнообразных десертов готова. Более подробную информацию, как готовить конфитюр из ягод, я оставлю в инфобоксе. Кому-то нравятся капкейки только со сладкими начинками, с той же соленой карамелью или шоколадом, а другие предпочитают кексы только с ягодами и фруктами. Здесь больше доминирует контраст между сладким бисквитом и легкой кислинкой начинки. Поэтому здесь выбирайте уже по своему вкусу. Теперь в кондитерский мешок перекладываем шоколадный крем и украшаем им капкейки сникерс. Этот рецепт шоколадных капкейков нравится всем моим друзьям. Их вкус превышает все ожидания. Они получаются очень мягкими, супер шоколадными, рассыпчатыми, нежными и влажными. Эти капкейки не оставляют равнодушными никого. А нежный крем на основе сливочного сыра, которым они покрыты, это вообще сказка. Я надеюсь, вы будете в них влюблены так же, как и я. Я настоятельно рекомендую приготовить капкейки на ближайший праздник и порадовать своих близких. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях. И не забудьте поддержать меня пальчиком вверх, мне будет очень приятно. С любовью, Евгения и кулинарный канал «Это просто».